Друзья, всем привет! Это канал Фактограф и видео о самых удивительных и искусственных каналах в мире. Искусственные каналы — это специальные водные артерии, сооруженные руками человека. Они предназначены для передвижения морского транспорта и создания более коротких маршрутов транспортировки грузов как внутри стран, так и между континентами. Каналы связывают между собой реки, озера, моря и океаны. С развитием торговли и мореплавания возникла острая необходимость в строительстве новых водных соединений. В наше время появились альтернативные способы перевозки, но искусственные каналы не утратили своей актуальности. Они стали использоваться не только как судоходные пути, но и как туристические маршруты. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть древнейшее гидротехническое сооружение, посетить дом Лохнесского чудовища и узнать, какой канал соединяет два океана. Мы собрали 10 самых грандиозных искусственных каналов планеты, чтобы показать, как человек может преобразить природу себе во благо. Так что садитесь поудобнее, мы едем покорять водные просторы. Канал Рейн-Майн-Дунай, Германия. Канал Рейн-Майн-Дунай — это транспортный водный маршрут, соединяющий Северное море с Черным. Канал связывает реки Майн, приток Рейна и Дунай, обеспечивая транспортное сообщение между бассейнами двух морей. Он тянется от Бамберга через Нюрнберг к городу Кельхайм. Протяженность водного маршрута составляет около 171 километра, ширина 55 метров и глубина 4 метра. Здесь могут проходить баржи вместимостью до 2,5 тонн. Идея соединения рек Майн и Дунай впервые возникла в VIII веке. Затем были попытки соорудить водный канал в XIX веке и в начале XX. Но, как мы можем заметить, эти старания не увенчались успехом. В сегодняшнем виде канал начали строить только в 1960 году, а открытие состоялось в 1992. Каледонский канал, Великобритания. Вот еще один искусственный канал, построенный человеком для улучшения транспортной связи. Каледонский канал находится в Шотландии и соединяет заливы Море-Ферт Северного моря и Ферт-оф-Лорн Атлантического океана. Канал протянут по долине Гленмор и достигает в длину порядка 100 километров. Его строительство началось в 1803 году, а закончилось в 1822. Примечательно, что большую часть водного пути формируют крупные озера – Лох-Дохфур, Лох-Несс, Лох-Ойк и Лох-Лохи. И только третья часть канала была проложена людьми вручную. Инфраструктура канала состоит из 4 акведуков, 10 мостов и 29 шлюзов. Сегодня канал используется в основном для туристических целей. Если вы желаете насладиться захватывающими видами и, если повезет, своими глазами увидеть Лохнесское чудовище, welcome на Каледонский канал. Канал Эри, США. Один из самых длинных искусственных каналов находится в штате Нью-Йорк в США. Через реку Гудзон он соединяет систему великих североамериканских озер с Атлантическим океаном. Канал тянется от города Буффало, что стоит на берегу озера Эри, до города Кохос. Его протяженность составляет более 540 километров, а ширина около 50 метров. Водный путь был построен в 1825 году и с тех пор неоднократно реконструировался. До середины 20-го столетия канал Эри был незаменимым маршрутом для торговых судов, по которому сплавляли нефтепродукты, зерно и стройматериалы. Тогда же канал Эри превратил Нью-Йорк в главный порт США. Сегодня масштабная водная артерия используется для туристических целей, и вместо грузовых судов здесь встречаются только небольшие катера. Августовский канал, Польша и Беларусь. Это искусственная водная артерия, что соединяет бассейны рек Висла и Неман. Общая длина канала составляет 101 километр, из которых 22 километра проходит по территории Гродненской области Беларуси, а 79 по территории Подляского воеводства Польши. Строительство Августовского канала было запущено в начале 19 века и длилось на протяжении 15 лет. Его проложили по цепочке Августовских озер и соединяющих их рек. Открытие канала состоялось в 1839 году. Это стало настоящим прорывом в политико-экономической сфере, ведь водный путь обеспечивал выход к Балтийскому морю с одной стороны и к Черному с другой. С началом активного развития железнодорожного транспорта Августовский канал потерял свою актуальность.
Сухопутные перевозки стали более быстрыми и удобными. Водный путь остался выдающимся гидротехническим сооружением XIX века, куда сегодня слетаются туристы словно мухи на мед. Кильский канал, Германия. Этот канал был создан руками людей для того, чтобы связать Северное и Балтийское море, улучшить торговые связи между ними и облегчить плавание судов в этом регионе. Строительство Кильского канала заняло 8 лет, и уже в 1895 году он был введен в эксплуатацию. Длина водного пути составляет 98 километров, ширина более 100 метров, а глубина около 11 метров. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, Кильский канал считается одним из самых востребованных и загруженных каналов Европы. Ежедневно по нему проходит около 250 судов, которые таким способом сокращают путь из Балтийского моря в Северное почти на сутки. Великий канал, Китай. О Великой Китайской стене не слышал только ленивый. А как насчет Великого канала? Это древнейшее гидротехническое сооружение соединяет реки Ханьшуй и Янцзы, проходит несколько китайских провинций и связывает между собой север и юг страны. Его строительство началось в VI веке до нашей эры и продолжалось в течение 2 тысячелетий. Практичным китайцам канал был нужен, чтобы наладить товарооборот между двумя частями страны. Великий канал является самым длинным судоходным водоемом в мире. Его протяженность составляет более 1700 километров, а ширина от 40 до 350 метров. В настоящее время канал является одной из важнейших водных артерий КНР и главным путем между портами Шанхай и Тяньцзинь. Суэцкий канал, Египет. Как связать одно море с другим? Легко. И вы уже знаете ответ на вопрос. В 1869 году в Египте был открыт Суэцкий канал. Он соединил Средиземное и Красное моря и максимально сократил водный путь между Европой и Азией. С тех пор судам больше не нужно огибать Африку, а людям разгружать суда и перевозить товар по суше от моря к морю. Канал тянется в длину на 160 километров, ширина по зеркалу воды достигает 350 метров, а глубина около 20. Суэцкий канал связывает 2 крупных порта – Суэц и порт Саид, и является одним из главных источников дохода Египта. Кроме того, это важный транспортный путь, который обеспечивает более 10% мировой торговли. Канал используется для перевозки нефти, газа, контейнеров, зерна и других товаров. Коринфский канал, Греция. Коринфский канал – невероятно атмосферное место, где лазурная вода выделяется на фоне темных, слоеных как пирог отвесных скал. Настоящее чудо инженерии. Канал соединяет Саронический залив Егейского и Коринфский залив Ионического морей. Он был введен в эксплуатацию в 1893 году и с тех пор стал одним из самых важных транспортных путей Греции. 6-километровый канал проложен через Коринфский перешеек. Он полностью отделяет полуостров Пелопоннес от материковой Греции. Глубина искусственного канала составляет 8 метров. Ширина на поверхности воды около 25, а высота известняковых стен достигает невероятных 76 метров. Это самый узкий судоходный канал в мире. Он выглядит как глубокий каньон и пользуется популярностью у туристов. Панамский канал, Панама. Этот искусственный водный путь часто называют 8-м чудом света. Грандиозное сооружение соединяет Атлантический и Тихий океаны через Панамский перешеек. Канал занимает почти 82 километра в длину, 12 метров в глубину и до 150 метров в ширину. Так как океаны находятся на разных уровнях, то конструкцию дополняют шлюзовые затворы, чтобы можно было поднять или опустить судно до нужного уровня. Панамский канал обеспечивает морское сообщение между восточным и западным побережьем Северной Америки. Благодаря этой водной артерии путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился на 12 тысяч километров, ведь судам больше не нужно огибать Южную Америку. Идея постройки канала возникла еще в XVI веке, но только в начале XX века был начат проект по его строительству. Работа над каналом заняла около 10 лет и была завершена в 1914 году.
Средиземное море с Атлантическим океаном. Канал длиной в 240 километров тянется от города Тулуза до средиземноморской коммуны Сет. Он был построен в 17 веке и является одним из самых знаменитых искусственных водоемов в мире. Первоначально канал был сооружен только для перевозки грузовых судов, но последнее такое судно прошло по нему в 1970 году. В настоящее время канал Дюмеди широко используется в туристической отрасли. Если будете во Франции, то вам стоит заехать сюда, чтобы насладиться круизами на лодках или романтическими прогулками вдоль берега. Это было десятка самых удивительных искусственных каналов в мире. Теперь давайте представим, что следующий свой отпуск вы проведете в круизе. И все, что вам осталось, выбрать маршрут. Какие водные пути, упомянутые в нашем видео, вы обязательно туда включили? Делитесь с нами в комментариях.